основателя и президента компании Дэвида Стерлинга. I am very pleased to be here tonight. Я очень рад быть здесь сегодня с вами. And the last couple of days I've been with some friends meeting with some of your government officials. И за последние 2 дня я провел несколько встреч с представителями государства. Я встречался там со своими друзьями тоже. In fact, today we met with a large group of people that represented different government agencies and talking about human trafficking. И сегодня мы встречались в такой группе людей, там были представители различных государственных департаментов, и мы говорили о человеческом рабстве. More specifically, child sex trafficking. И в основном мы говорили о детском сексуальном рабстве. And I just have to say that I've been so impressed. This is my first time to Ukraine, but I've been so impressed. Это мой первый раз в Украине, но я настолько поражен вашей страной. I'll tell you why I'm so impressed. И я расскажу, почему я поражен. It's because I'm seeing people, even at higher government levels, who really do care. Потому что я вижу людей, которые находятся на высоких должностях в государстве, но они действительно заботятся о вас. We've been talking about things that can be done to help with this situation. И мы говорили с ними о тех вещах, которые могут быть сделаны, чтобы помочь в этой ситуации, которая сложилась. And I've enjoyed these conversations because some of these conversations that we had here, I can't even have in the United States anymore. И также те разговоры, те темы, которые мы обсуждали здесь, в Украине, это уже запрещенные темы для обсуждения в Соединенных Штатах. Ukraine still embraces some very good family values. В Украине мы все еще можем говорить о довольно высоких семейных ценностях. So I really enjoyed this. Поэтому мне очень понравились эти Maybe I встречи. will share more of this a little bit later. Возможно, немного позже я поделюсь больше об этом с вами. So let's see if this, there we go. We just celebrated our 10-year anniversary with DoTerra last September. В прошлом сентябре мы отметили десятилетие компании DoTerra. So DoTerra is a pretty young company. Поэтому DoTerra довольно молодая компания. And I'm just going to tell you right now, I have way too much information to share today. Сегодня у меня очень много информации, которую я хочу поделиться с вами. This is a little video I'll let you watch here about our 10-year anniversary. Небольшое видео, которое вы посмотрите Сегодня мы в о начале десятилетии нового компании. этапа нашей истории. Я просто это чувствую. И я очень рад, что в этот этап мы вступаем большой дружной командой единомышленников. And I'll have to tell you, we're excited because DoTerra is going to get involved in some very specific things here in Ukraine. И мы очень рады, потому что DoTerra сейчас будет вовлечена в очень конкретные вещи и действия здесь, в Украине. Maybe a little later I'll talk a little more about that. Возможно, позже больше поговорим об этом. I want to introduce you to my family. Познакомлю вас со своей семьей. I have more kids than anybody in this room. У меня больше детей, чем у кого-либо в этой комнате, наверное. I have дети. У меня 9 детей. DoTerra means gift of the earth. That's what it is. DoTerra означает дар земли. It's a Latin derivative. Это происходит из латинского слова. And because essentials come from the earth, it's a gift of the earth. Потому что эфирные масла не приходят из земли, поэтому это дар земли. So most of our oils are dry steam distilled from plant material. Большинство из масел добывается с сухим процессом дистилляции. Now that's a peppermint leaf on the left there. Слева это листочек перечной мяты. Some people think that we squeeze the juice out of the plant leaves, and that's where the oils come from. И люди думают, что мы берем перечную мяту, мы ее сжимаем и вытавливаем из нее соки. And that's not the case. Но на самом деле это не так происходит. Whoops, sorry, wrong button. Thought that was a laser pointer. Я думал, что это была указка, но нет, не та кнопка. So you see those little white glandular sacs there? Вы видите эти небольшие белые мешочки? That picture on the right is a picture of the peppermint leaf taken with an electron microscope. Вот это справа, это картинка, сделанная электронным микроскопом. Картинка, фотография листочка перечной мяты.
When we distill an essential oil, that's what we're after. Those glandular sacs are the mechanism that the plant uses for its defense. И вот эти мешочки – это механизм защиты самого растения. Это то, что нам нужно, что нас интересует в этом растении. It fights off pathogens and different microbes that attack it. Если микробы различные атакуют это растение, And when we harvest an essential oil, this is what we're doing: is we're lifting those oil sacs, those glandular sacs, off of the surface of the leaf. и когда мы добываем масло из растения, мы берем, снимаем как бы эти мешочки с растения. So essential oils are very concentrated. Эфирные масла очень концентрированы. Some more than others. Некоторые более концентрированы, чем другие. And so peppermint, I'll take about 4,000 pounds of plant material and get maybe 3 or 4 gallons of peppermint oil. Поэтому мы возьмем где-то 4000 фунтов листьев перечной мяты и получаем из этого несколько галлонов эфирного масла. With something like Melissa or helichrysum, I will take the same amount of plant material and get 1 liter of oil. Но, допустим, с бессмертником можно взять тот же самый объем растения и получить только 1 литр масла. Of course, that's why it's a lot more expensive. И, конечно же, и работа в этом, и поэтому это масло становится более дорогим. 10, 11 years now, we wanted to release people from the current means they had for taking care of many of their medical issues, release them from this and replace it with this. И все это время, сколько работает компания, мы хотели избавить людей от стандартных методов лечения и предоставить им другой метод борьбы с их заболеваниями. Originally, we called this kit Dr. Mom. И мы называли этот набор изначально «Доктор Мама». And this had 9 of the most important essential oils in it. И здесь были 9 самых важных основных эфирных масел. You still have this kit today called the Family Physician Kit. Сегодня все еще есть этот набор, он называется «Семейный доктор». You know, when we started, we've been given credit the last couple of years, 2-3 years, for creating a new industry. И нам говорят о том, что наша компания создала новую индустрию. Now, this is a publication from something called Verify Markets, which is an institution that is respected in the United States for indicating which companies have markets. Это публикация одной организации, которая имеет большое уважение в Соединенных Штатах, и она заявляет о том, какая компания владеет какой частью рынка в какой сфере. DoTerra is largely viewed as the company who created this essential oil market. И на DoTerra смотрят как на компанию, которая в принципе и создала этот рынок эфирных масел. Now, I don't know that we really should take that credit. Зная, что нам, наверное, не стоит взять полностью на себя эту ответственность. But we did take the essential oils from a healer's or a boutique niche sort of a space, and we made them mainstream. Но мы действительно взяли эфирные масла из какой-то уникальной элитной ниши и принесли их, сделали их доступными. So Western medicine-oriented people would understand. Чтобы ее также понимали люди с восточной медицины. So DoTerra is defined by its purity and quality of essential oils. И компания DoTerra ценится чистотой и качеством своих эфирных масел. And there's many other competitors that have come into the space since we launched the company. И с тех пор, как мы запустили свою компанию, появилось много других компаний, которые пришли в эту же сферу. Almost all, nearly all of the essential oils in the market today, at least 80%, as they're tested, are not pure oils. Приблизительно 80% масел, которые тестируются на рынке, не являются чистыми эфирными маслами. They're either a fully synthetic oil or they're what we call engineered oils. Они либо полностью синтетические масла, либо то, что мы называем смешанные инженерные масла. It's very, very important to us that the oils be as they are produced by Mother Nature. Для нас очень важно, чтобы масла были такими, которыми их создала природа. They have to be pure oils and they have to be highly medicinal. Они должны быть чистыми маслами и с большими медицинскими свойствами. I'm going to share with you a little bit more how we do this.
Я поделюсь немножко больше, как мы это делаем. But APRC is an independent testing agency that has the foremost experts on testing essential oils. Вот эта компания PRC, это лаборатория, которая тестирует эфирные масла, и у них одни из наилучших специалистов в этой области. And this is who we use to verify the purity of our essential oils. Это лаборатория, которую используем мы для подтверждения чистоты наших эфирных масел. Now, I want to share with you now just a little bit about, there's been a lot that's happened in the last year. Очень много произошло за прошлый год в компании. We have offices in many countries around the world, but these offices were opened just last year. У нас есть много офисов по всему миру, но вот эти офисы были открыты только за прошлый год. And you know, Moscow, Russia was one of those. И вы знаете, что офис в Москве был одним из них. So, what do you think about Ukraine? Что вы думаете об Украине? Should we open an office here? Открывайте офис в Украине. I'm not making any announcements, Я не делаю никаких объявлений сегодня, но but we will be bringing a very smooth process here for getting the oils here very, very soon. Но очень скоро мы представим процесс очень спокойного, мягкого получения масел здесь. Because I know it's more difficult today. Потому что сегодня он довольно сложный. And so we're working on that, and they tell me in later summer you should see a much better model for getting this. Мне говорят, что уже к концу лета вы должны увидеть более практичную модель для получения продукта здесь. And then we do plan after that to officially open the Ukraine as an office, and anyway, that will be following probably next year sometime. И потом, после уже этого, мы планируем открытие офиса здесь, в Украине, скорее всего, состоится в следующем году. Now, there's been a busy year for construction as well back in Utah. В Юте произошло очень много строительства в прошлом году. We've added a number of new buildings. Мы добавили несколько новых зданий. This building is the latest office building that was completed last fall. В прошлой осенью мы закончили вот это здание. It's different in that it also has a daycare center on the first floor. А что интересно, что на первом этаже там есть детский садик. We have a number of employees that work for us that are single moms with small children. У нас есть много сотрудниц, они матери-одиночки с маленькими детьми. And so we subsidize this, actually making it less expensive for them so they can have their children close by. Поэтому мы оплачиваем часть платежей за садик для них, они могут приходить, и их дети находятся в этом садике. We also added significant new manufacturing space. Также мы добавили много производственных помещений. And all of these pictures, I'm afraid, are a little bit old that I have here. И фотографии уже немножко устарели. They need to be updated, but this is all completed now. Их нужно обновить, вот это здание уже полностью закончено. We also are adding a couple of new buildings. Мы также добавляем еще несколько зданий. And actually, this is what it looked like last summer. Вот эта фотография с прошлого лета. Today it looks like this. Сегодня уже выглядит вот так вот. And then we've also added, new distribution center. Looks like it skipped that, but that's okay. Возможно, нет этой фотографии здесь, ничего страшного. All right. So this is a picture actually of a library in a place called Orem, Utah. Это фотография библиотеки в городе Орем, штат Юта. This is the basement, and that actual table there down here in this area is where we started the company. Это тот стол, за которым была основана компания DoTerra. It was just an idea. Это просто была идея. In fact, they asked us to leave because we were talking too loud. Нас попросили выйти из зала, потому что мы громко разговаривали. Back in this time, we recognized that the world had largely moved away from alternative or holistic means of medicine. Тогда мы понимали, что мир немножко отошел от природных методов лечения, природной медицины. And we knew there was a growing demand for this. Но мы знали, что была большая потребность для этого. And so we set out, also I was just going to say, this was 2008, early 2008. In the United States, it was a very challenging time.
В начале 2008 года было очень тяжелое время в Соединенных Штатах. It was the beginning of a serious recession. Это было время кризиса, серьезного But кризиса. we started anyway back then. We recognize the very negative perception that direct sales or network marketing has in the world. Мы также понимали, что у прямых продаж была довольно плохая репутация по всему миру. We wanted to create something different. Мы хотели создать что-то новое. And so we did, and DoTerra is a very different company. И мы это сделали, и DoTerra отличается от других компаний. We're a company that focuses on the products. Мы компания, которая сфокусирована на продукции. We get a lot of product education. Мы проводим очень много образования касательно продукции. Because of that, our retention is incredibly high. И из-за этого люди остаются в нашей компании. Этот уровень тех людей, которые остаются, очень высокий. So most of the meetings that you have with DoTerra are going to be around product education, aren't they? И большинство встреч, которые проходят в компании DoTerra, они о продукте. I'm not going to do much of that tonight, Сегодня я много об этом не буду говорить. but that's mostly what we do. Но это в основном то, что мы делаем. So on the left you have DoTerra, on the right you have the rest of the industry. Слева у нас DoTerra, справа большинство других MLM-компаний из этой индустрии. I know that isn't translated in the middle there, but as you can see, the largest gear wheel there for us is actually people. Это там не переведены слова, но вы можете видеть, что самое большое поле – это люди для нас. The middle one is products, and the small one is the business. Среднее – это продукт, и самое маленькое – это бизнес. In the industry, it's the opposite of that. The gear wheel is the business. А в индустрии самое большое звено – это бизнес, And the smallest is the people. а самое маленькое – это люди. I like this slide because it represents very well a major difference with DoTerra. И мне очень нравится этот слайд, потому что он показывает большую разницу в компании DoTerra. Because really, DoTerra more than anything else is a people company. DoTerra больше всего это компания людей. We believe in building people and helping people. Мы верим в возвеличение людей, построение людей, улучшение людей. I'm going to talk a bit more about that as we go forward tonight. И больше буду говорить сегодня также вечером об этом. Maybe, there we go, whoops. Let me back up. This is the original team of founders of DoTerra. Это основатели компании DoTerra. And I just show you this because it's meaningful to me. Я показываю вам, потому что это имеет большое значение для меня. After 11 years, this team is still together and fully engaged. После 11 лет эта группа все еще вместе и полностью вовлечена. And let me tell you, you get to know people very, very well after 11 years of working shoulder to shoulder. И знаете, вы очень хорошо узнаете людей, когда 11 лет работаете рядом с кем-то. And sometimes you can annoy each other, can't you? И иногда вы начинаете надоедать друг другу, правда? And I'm sure we do. И иногда так и происходит. But there's also a very high level of trust and appreciation for one another. Но также у нас есть очень высокий уровень доверия и уважения друг к другу. And that's enabled us to stay together for a long time. И это помогло нам оставаться вместе все эти годы. All of my partners are very, very busy today, more than they ever have been. Все мои партнеры, они очень заняты сегодня, больше, чем когда-либо ранее. Two of them just got back from living in China for 2 and 3 years. Некоторые из них, двое из них вернулись из Китая, они там жили последние 2 или 3 года. And they did that at great personal sacrifice to their families. И это была жертва для их семьи находиться там. But they are very, very engaged. We wanted to make sure we set the culture right, and that's why they went to China. Мы хотели, чтобы мы передали правильную культуру, поэтому они поехали в Китай, находились там. This is a picture of our entire employees, all of our staff in 2008. В 2008 году это были все наши сотрудники. All 8 of them. Все 8 человек. And today we have well over 3,000 employees. Сегодня у нас больше 3000 сотрудников. This is a picture of the very first convention we had in 2008, 350 people there. Это наша первая конвенция в 2008 году, 350 человек. It grew a lot. Мы выросли. In 2014 we had 27,000. В 2014 году было 27 тысяч человек.
And now we max out at about 34,000. В 2018 году побили рекорд, это было 34 тысячи человек на конвенции. How many of you have been to one of the conventions in Salt Кто Lake? из вас посетил хотя бы одну конвенцию в Солт-Лейке? See a few of you, I know. But Несколько. I hope all of you will be able to make it there. So Я надеюсь, что все вы сможете поехать однажды туда. it's been a great experience. I want to share with you just really quickly one of the very first studies that we ever did. Одна из первых вещей, которую мы сделали, We knew that in order to take the essential oils into a Western medicine sphere, that we would have to test them and prove them according to Western medicine standards. для того, чтобы вывести эфирное масло на уровень западной медицины, мы должны были тестировать их по уровню западной медицины. Now, I doubt any of you have seen this study in here, Возможно, некоторые видели из вас это изучение. but this was actually done on something called the swine flu virus, or H1N1. И это изучение проводилось на свином гриппе H1N1. In our early times, this was a huge scare that people were very, very afraid of, thought it was going to be epidemic. И в свое время люди очень боялись этого вируса, думали, это будет огромной эпидемией. But we became aware that we were able to remedy this flu very, very quickly with the essential oils. Но что мы узнали, что мы можем победить этот вирус, этот грипп очень быстро, используя эфирные масла. Typically, when somebody got this flu, it would last 7 to 12 days. Обычно, когда человек заражался этим вирусом, этим гриппом, он болел от 7 до 12 дней. And we found that we could shrink that down to about 24 to 36 hours. Но мы узнали, что с маслами мы можем уменьшить этот период до 24-48 часов. Now, this study is against, it's using the oil on guard. И в этом изучении используется смесь Онгард. And we figured that the way it was doing this is it was penetrating the cell membrane because the cell membrane is lipophilic and the oils are lipophilic. И мы узнали, что почему это происходило, потому что эфирное масло попадало внутрь клетки, проходя через мембрану. And it was killing the virus. И там масло убивало вирус. As it turns out, that's not how it was being effective. Но, как оказалось, это не тот процесс, через который масло было эффективно. So do I have any biologists or medical people in the room here? Здесь есть врачи или биологи. Well, you know, usually when you get a virus, what does your doctor tell you? Вы знаете, когда человек заражается вирусом, что обычно говорит врач? Sorry, I cannot help. Извините, помочь не можем. Go home, get plenty of rest, and drink lots of fluids. Иди домой, пей много жидкости и отдыхай. Well, what was amazing is how this actually worked, is that it inhibited what you call protein translation. That's how the cells can communicate with one another. И что это было связано с ингибированием трансляции вирусного белка. Это то, как клетки общаются друг с другом. And what the scientists found was that when they weren't able to communicate with one another, it wasn't able to propagate itself. И что ученые узнали, что когда клетки не общались друг с другом, они не могли дуплицироваться. And so it died off much faster. И поэтому быстрее умирали. Now that was one of the first tests, and this is actually published in a medical journal. И это было опубликовано в медицинском журнале. It was statistically very significant. Статистически было очень значимое It was исследование. a peer-reviewed article. Peer-reviewed. Это была статья, написанная как чистый обзор. And it got a lot of attention. И эта статья привлекла очень много внимания. And it actually, you can go download this today, but it actually got a lot of doctors that became very interested in what we were doing. И много докторов заинтересовались тем, что мы делали. Now we continue to do these today. Сегодня мы продолжаем делать эти исследования. I wish I had more time to really tell you more about this. Хотелось бы, чтобы у меня было больше времени, чтобы рассказать вам об этом. But we are increasing this manyfold. Но мы увеличиваем сейчас бюджетное исследование в 10 раз. The latest testing that we'll be doing with the essential oils is something called pharmacokinetics. Pharmacokinetics. It's a testing of the blood, the oil in the blood.
Вот сейчас самый последний тест, который мы будем проводить с эфирными маслами, это связан с кровью, эфирные масла и кровь. This will allow us to standardize the dosage of the essential oil. И это поможет нам стандартизировать дозы эфирных масел. Now, some of you probably know what I'm talking about. Некоторые из вас, наверное, знают, о чем я говорю. But this is a very important, big deal in medicine. В медицине это очень важная вещь. So you'll hear a lot more about this as time Поэтому вы больше будете об этом слышать вскоре. Now I want to transition. This building that you see here that's under construction is our new medical building. Вот это, что вы видите здесь, здание, которое строится, это наш новый медицинский комплекс. That's an old picture. The building today is almost completed. Это старая фотография, здание почти закончено. This will be a building entirely devoted to medical care. Это здание будет полностью посвящено медицине. I'll come back and share a little bit more with you on that a little bit later. Я вернусь и поговорю об этом чуть позже. Now, I want to transition a little bit again. Our essential oils come from all around the world, lots of different places. Наши масла, мы добываем их по всему миру с разных регионов. We've needed, I know you can't really see this, it's too far away, but in 2017, around, I'll just say 2018, we used over 2 million kilos of essential oil. А в 2018 году мы использовали больше 2 миллионов килограмм эфирного масла. That's a lot of essential oil. Это много эфирного масла. Now, about 7 years ago, 6-7 years ago, we realized that we were going to run out of some of the essential oils. Где-то 6 или 7 лет назад мы поняли, что в какой-то момент у нас закончатся определенные эфирные масла. There simply wasn't the global supply. В мире просто было недостаточно материала для добычи этих масел. And so we began to penetrate the supply chain and began to work with farmers to create more essential oils. И поэтому мы начали работать с фермерами для того, чтобы создать больше материала для поставки эфирных масел. And we've been very successful at that. И у нас все хорошо, мы довольно успешны в этом направлении сейчас. That also resulted in us finding something that was very compelling to us. И мы также узнали для себя что-то очень интересное и привлекательное. Many of the essential oils come from third world developing countries. Многие эфирные масла, сырье для эфирных масел мы берем из стран третьего мира. The people are often very poor. И люди часто там очень бедны. And we found that we could go into these countries and have a significant economic impact. И мы поняли для себя, что мы можем прийти в эти страны и иметь большое экономическое влияние на них. These countries typically had lots of land and lots of labor. Как правило, в этих странах было много доступной земли, а также много рук для выполнения работы. But they didn't really have a significant market for what they could produce. Но у них не было рынка и не было того, что они могли производить. And when we discovered this, and we discovered that we brought a massive market, we began to really become infatuated with this. И нам очень понравилось то, что мы могли принести им что-то, что они могли делать, производить. I'm going to play a little video for you that introduces this concept of coin pack sourcing. И покажу вам небольшое видео, которое говорит об этом концепте. Первое, мы создаем рабочие места там, где они нужнее всего. Вторая, мы заключаем долгосрочные договоры с поставщиками и партнерами. Третье, помогаем создать и организовать кооперативы, чтобы разделить выгоду между фермерами и сборщиками. Четвертое, мы обеспечиваем справедливую и своевременную оплату, создаем программы участия в прибыли. Пятое, мы объединяем общественные и социальные проекты под эгидой нашего фонда Healing Hands. Иногда жителям нужны школы, иногда водопровод, иногда больницы, медикаменты или другая помощь.
Меняя жизнь этих людей, у которых почти ничего нет, мы меняем экономику всей страны. Нам нужны надежные местные партнеры, которые душой болеют за дело и искренне желают помочь людям. В первую очередь, DoTerra — это не бутылочки с маслом. Для меня важнее всего быть ближе к людям. Люди — это главное. Без хороших людей ничего не выйдет. And basically it works kind of like this. This is what the essential oil sourcing looks like in the world, how it's been for hundreds of years. Вот как выглядит процесс производства масел, как он был уже сотни лет. What we've done with compact sourcing is essentially this. И что мы сделали с инициативой Compact Sourcing, это вот следующее. We removed the middleman. Мы убрали посредника. We removed the brokers. Мы убрали брокеров. And we raised the income, the wages to the people that are both growing, harvesting, distilling the oils by 5 to 10 times. И мы увеличили доходы людей, которые выращивают сырье для масел, которые дистиллируют масла в 5 или в 10 раз. Then we come in and we bring whatever they need, hospitals, И потом clinics, мы также предоставляем им все, что им нужно. Это больницы, клиники, школы. Потихоньку этот проект переходит из Болгарии в Румынию. С Румынии, мы надеемся, перейдет в Украину. so I want you to see what's coming. И я хочу, чтобы вы увидели, что придет. Болгария – одна из ведущих стран мира, производящая эфирные масла. Например, масла лаванды и мелиссы. Несколько лет назад мы решили инвестировать в этот регион. Такие проекты не создаются в одночасье. Мы развивались и создали DoTerra примерно 1,5 года назад. Мы построили цех дистилляции, и к нам потянулись фермеры со всей округи. DoTerra – уникальный проект, потому что мы даем фермерам возможность производить масла высокого качества. У нас единственная в Болгарии лаборатория с современным оборудованием. Фермеры могут тут же проверить качество сырья. Мы гарантируем справедливую оплату за полученное сырье и даже выдаем бонус за высокое качество. Мы даем гарантированного покупателя и доступ к рынку. Поощряем производство лучшего сырья, из которого получается лучшее масло. Мелисса – это чувствительная к воздействию культура. Она должна пройти дистилляцию в течение часа-двух после сбора. Поэтому мы нарисовали карту, которая охватывает радиус 50 километров. Только в пределах этого расстояния мы разрешаем выращивать для нас мелиссу. Мы должны быстро ее принять и дистиллировать, чтобы получить продукт, соответствующий нашим стандартам. Now, also they talked about the tea house project in the video. Также в этом видео говорилось про проект, который назывался Tea House. And they have a significant orphan problem in Bulgaria. В Болгарии есть проблема с детьми, оставшимися без родителей, сиротами. And DoTerra has partnered with them to create this organization that provides a halfway house when they leave the orphanages to be able to integrate back into society. И DoTerra стала партнером в этом проекте, чтобы создать место, куда могут приходить сироты после выхода из детских домов и интегрироваться в общество. And we're actually developing, that's one of the things I'm here this week for, we're developing a similar program here in the Ukraine. И это одна из причин, по которых я здесь на этой неделе в Украине, потому что мы развиваем похожую программу здесь в Украине сейчас. I love this because in the Ukraine it's similar. Families, orphans are brought together, families of between 8 and 12 kids. В Украине также происходит, детей-сирот собирают в семьи по 8-10 детей. And then we find a couple that can be parents to these kids. Потом мы находим родителей, пару, которая может быть родителями для этих детей. And they get to grow up in a family-like structure. И эти дети растут в похожей структуре, похожей на семью.
And hopefully I'll have a lot more to tell you about that. And why are we doing that? И почему мы это делаем? Because we want to. Потому что мы хотим. And because it's going to bless a lot of И lives. потому что это благословит много жизней. Somalia is a very, very harsh country. Сомалия очень тяжелая страна. The people are very, very poor. И люди очень бедны. There really isn't a central government. В принципе, центрального государства там нет. In Somalia, we work with the sultans. В Сомалии мы работаем с султанами. Температура там где-то 130 по Фаренгейту, наверное, градусов 45 по Цельсию. Very, very hot. Очень-очень жарко. Now, this picture here is significant, and actually, it's a historic picture for Somalia now. Для Сомалии вот эта историческая фотография. That's because this picture has 26 of the landowners or the sultans that controlled the land where the frankincense is growing. Здесь собраны те султаны, владельцы земли, где выращивается ладан сейчас. Never in Somalia's history has this group ever been gathered together like this. Никогда в истории Сомали вот эта группа не встречалась вместе, они не собирались вместе никогда. We have them working together now. Теперь они работают вместе, благодаря нам. And so we built two schools. Мы построили 2 школы. We had another problem. У нас появилась еще одна проблема. Somalia is an Islamic country. Сомали – это исламская страна. And while not all Islamic countries are like this, Somalia did not make it a practice to educate their women and their girls. Хотя не все исламские страны похожи, в этой стране они не давали образование женщинам и девочкам. So we said we will build these schools on one condition. Мы сказали, мы построим вам школы, но на одном условии. And that is we want you to have 50% girls, 50% boys. Мы хотим, чтобы в этой школе было 50% мальчиков, 50% девочек. And they agreed to that. И они согласились. Они изучают такие предметы, как математика, наука, английский язык. These were kids that previously had no education at all. И это дети, которые ранее не получали образования вообще. And so these schools actually have flushing toilets, В этих школах есть туалеты, которые смываются с running бачками. water, У них есть проточная вода. something most of these people have never seen. Вещи, которых эти люди никогда в жизни не видели. Эта больница будет служить населению около 400 тысяч человек. These people have no access to medical care at all. И эти люди вообще не имеют доступа к медицинскому обслуживанию. Мы строим это здание, мы наполним его медицинским оборудованием, также мы будем оплачивать работу медицинского персонала. I invest millions of dollars in advance in Somalia every year. Каждый год я инвестирую миллионы долларов в Сомали. We never signed a contract. Мы ни разу не подписали договор. I've never lost a dollar. И я ни разу не потерял ни одного доллара с ними. And this is how we operate out there. И это то, как мы проводим свою операционную деятельность там. There's no other company in the world that is beginning to have the impact on Somalia that DoTerra is. Нет ни одной компании в мире, которая имеет такое влияние на Сомали, как имеет DoTerra. It's a very rough part of the world, И это очень тяжелая часть мира. but a difference is being made. Но мы вносим туда изменения. Вот эти корзины, которые носят женщины, они весят приблизительно 65 килограмм. Those are wintergreen leaves. И они наполнены листьями грушанки. Когда мы дистиллируем это масло, мы получаем 0,6% масла от веса самого сырья. In Nepal, we've built a lot of schools, В Непале мы построили много школ. and we've also built medical clinics. Мы построили также несколько медицинских центров. 96% масел, которые мы производим, производятся через нашу процедуру Co-Impact Sourcing. Что меня очень радует, это количество рабочих мест, которые были созданы. Actually, this number now has exceeded 100,000. Сейчас на самом деле эта цифра превысила 100 тысяч. These people are directly employed in the growing, harvesting, and distilling of our essential oils. Эти люди напрямую мы нанимаем их для того, чтобы они выращивали сырье и дистиллировали масло. У меня сейчас есть большой департамент в DoTerra, который управляет гуманитарными проектами и занимается только этим. Вы слышали про нашу медицинскую инициативу? That picture on the left is actually what the healthcare building looks like today. It's
nearly completed. Эта фотография слева, то, как выглядит наш медицинский центр сегодня, он практически завершен. В прошлом месяце я объявил о строительстве 30 новых клиник, которые будут построены в Соединенных Штатах. We intend to build hundreds of these. И мы планируем построить сотни таких клиник. Eventually, they will come here. И в конце концов одна из этих клиник будет и здесь. И их цель — свести традиционную и нетрадиционную медицину вместе. This was the goal we had in the very beginning. Это цель, которая у нас была изначально. У нас в Соединенных Штатах много проблем в нашей медицинской системе. One of them is cost. Одна из больших проблем — это цена, It's becoming стоимость, unaffordable. потому что она становится практически непозволимой для людей. This picture here is Это my фотография. youngest daughter. Это младшие дочери. Моей дочери тогда было 2,5 года, а Лейси, у нее начались приступы судороги. And we ended up in the local primary children's hospital for a couple of weeks. И несколько недель она провела в местной больнице. They did many tests. Они провели много исследований. Я привез ее домой. Через какое-то время она была на максимальной дозе 2 из 3 препаратов, которые она принимала, и все равно было около 12 приступов в день. В тот момент я пошел к доктору Хиллу и сказал: есть ли что-то, что ты можешь сделать, чтобы нам помочь? We were losing our 2-year-old. Мы теряли нашу дочь, Her двухлетнюю дочь. speech was becoming slurred. Ее речь становилась неразборчивой. She was losing her motor skills. Она начала терять свои способности движения. Seizures are very hard on the brain. И эти приступы были очень тяжелыми для ее мозга также. In a group this size, I'm sure some of you have experience with this with friends or family members. Я думаю, что в такой группе, которая здесь собралась, большой, у вас есть какой-то опыт либо в ваших семьях, либо в семьях ваших друзей с этим. Anyway, we experienced a bit of a miracle in our family at that Но time. в нашей семье мы пережили чудо. As Dr. Hill suggested that I use frankincense essential oil. Доктор Хилл предложил, чтобы я использовал эфирное масло ладана. And he had had success with some adults using frankincense essential oil with seizures. И у него был уже успех с некоторыми другими взрослыми пациентами в использовании масла ладана, у кого были конвульсии, приступы. Typically, he would tell them to put 8 or 10 drops under their tongue. Обычно он им говорил капать 8-10 капель ладана под язык. It's a very quick way to absorb the essential oil into your limbic system, isn't it? Потому что это один из самых быстрых способов поглощения эфирного масла в вашу лимфатическую систему. Now, how do you think that went with the 2-year-old? Как вы думаете, что произошло с двухлетней? Some of them might like the taste of frankincense, 2-year-olds don't. Если кто-то из вас пробовал на вкус масло ладана, вы можете понять, что двухлетней дочери оно бы не понравилось. And so my wife instead put it on the bottom of her feet. Поэтому моя жена решила капать его на ступни ног. Some of you are new to essential oils. И кто-то из вас может быть новый в эфирных маслах. Why would she put them on the bottom of her feet? Почему намазывают масло на ступни ног? The largest pores in your body are there. It's actually one of the more absorbent areas that quickly gets it into your bloodstream. Потому что это тоже место, которое очень быстро впитывает эфирное масло в организм. Anyway, she did that for a couple of days, and all of a sudden her seizures just stopped cold. Мы делали это несколько дней для дочери, и вдруг приступы закончились. Через несколько недель мы начали останавливать прием лекарств, который был у нее. Мы смогли приостановить эти приступы на 1,5 года, используя масло ладана. Сегодня у нее до сих пор есть проблемы с приступами. But she's a pretty normal 13-year-old. Но она обычный 13-летний ребенок. Doing good. School. Все хорошо, ходит в школу. Наверное, у каждого из вас есть личная история касательно эфирных масел. We empower people to make a difference in the world. Несколько людей могут изменить мир With the essential oils. с эфирными маслами. Be ready for a journey because it will change you. Будьте готовы к большому путешествию, потому что это вас изменит. It will change you, and your circle of influence will grow and grow and grow. Это изменит вас, и ваш круг влияния будет бесконечно расти. And you will grow and change as well. И вы будете лично расти, развиваться и изменяться. So thank you for coming and let me spend a little bit of time with you this evening. Спасибо, что пришли, позволили мне провести немного времени с вами.